Всем привет! С вами Алекс Моторный. Дворцов культуры в Харькове становится все меньше. Здания, конечно, остаются, но меняются их направленность. ДК превращаются в офисы, мебельные или другие салоны. Дворец культуры «Металлист» старейший в городе. Это целая эпоха. Дом общества рабочих на Петинской улице, затем Плехановской, а сейчас улице Георгия Тарасенко, построен в 1903-1909 годах по проекту архитектора Загоскина на трудовые сбережения харьковских рабочих. Деньги начали собирать еще в 1890-х годах. Позже к ним добавилась братская помощь рабочих других городов – Киева, Львова, Луганска и так далее. Также здания возводили на деньги рабочих паровозостроительного завода. Дом принадлежал Харьковскому обществу взаимопомощи, занимающихся ремесленным трудом. Это было скромное, на вид неоштукатуренное двухэтажное здание с оригинальной планировкой, расположенного по диагонали зала и примыкавшими к нему по бокам клубными комнатами. Вход в него размещен в центре массивной угловой части. Клуб был открыт 19 декабря 1909 года, и с того времени в клубе развернулась активная работа. По сути, это был культурный клуб для рабочих, притом самый большой в империи на момент постройки. В нем находились театры, магазины, помещения для 2 школ, библиотеки, правление общества и прочее. Доход предназначался для помощи вдовам и сиротам членов общества. С первых дней власти усердно следили за работой дома. Губернатор подписал специальный приказ, запрещающий проводить в рабочем доме лекции, концерты, доклады, собрания без особого для того разрешения. Все чаще губернатору докладывали: рабочий дом отличается неблагонадежностью. Вся его деятельность направлена на поддержание забастовок. В феврале 1917 года здесь состоялось собрание рабочих, на котором была принята резолюция о свержении царского самодержавия и о провозглашении новой власти в городе – Совета рабочих депутатов. В марте 1917 года профсоюз Харьковского паровозостроительного завода арендовал в рабочем доме помещение для клуба, и при клубе была организована библиотека. Сразу после Октябрьской революции в доме был создан первый коллектив художественной самодеятельности – Украинский драматический кружок. В нем было всего 10 участников, но все люди инициативные, энергичные и увлеченные. После 1917 года рабочий дом превратился в клуб «Металлист», объединивший рабочие заводы Петинского района города. При клубе работали 16 разных кружков и читальня. Здесь проводились лекции, выставки, семейные вечера, представления, показы кинофильмов. Во время гражданской войны в рабочем доме действовала школа медсестер. Она размещалась прямо в танцзале. После окончания войны клубная работа приобрела широкий размах. В доме проводились лекции, спектакли, концерты на русском и украинском языках. С апреля 1923 года начали работу балетная, клавиатурная и литературная студии, духовой и струнный оркестры. В 1923-1924 годах здание клуба было реконструировано по проекту академика архитектуры Алексея Бекетова при участии архитектора Зеленина, и в нем разместился Дворец культуры рабочих Харьковского паровозостроительного завода. В результате проведенных работ значительно улучшились внутренний и внешний вид здания. Его парадность подчеркнута сложным сочетанием объемов и пластичных архитектурных форм, в которых выдержаны портал, ионические колонны, небольшой полукупол, карнизы, расположенные на разных уровнях, и лепные гирлянды. У клуба был разбит небольшой сад с эстрадной и танцевальной площадкой.
В 1924 году на базе дома был создан Центральный клуб профсоюза «Металлист». При его правлении организовано несколько комиссий: молодежную, женскую, спортивную, художественную самодеятельность. К концу 1920-х годов «Металлист» стал самым популярным клубом Харькова. Каждый день в клубе бывали сотни харьковчан. Они приходили в кино, в читальный зал, на занятия в кружки и секции. А на спектакли приезжали даже зрители из других городов. В небольшом уютном садике у клуба устраивали шумные вечера и карнавалы. В 1927 году Алексей Николаевич Бекетов разработал проект существенного расширения здания. Как писала газета «Харьковский пролетарий» в номере от 14 августа 1927 года, проект реконструкции и расширения рабочего дома ДК «Металлист» Алексея Бекетова предусматривает сооружение аудитории на 2500 мест, гостиных на 500 человек, буфета на 300 мест, библиотеки на 250 мест и 16 комнат для кружковых занятий. К сожалению, этот замысел осуществлен не был. Существует легенда, что в этом здании во время Гражданской войны 1918-1921 годы располагался штаб Нестора Махно. В стекле одного из помещений сохранилось пулевое отверстие с тех времен. На Махно было совершено покушение, но пуля срикошетила и прошла мимо. 1941 год. В город ворвались немцы. У входа в клуб появилась вывеска «Конюшня». Библиотеку клуба немцы сожгли. Было 70 тысяч книг, и ни одной не осталось. Одними из первых в освобожденный Харьков возвратились художественный руководитель клуба Синявина и библиотекарь Бирюкова. Печальная картина предстала перед их глазами. Полуразрушенный клуб, голые стены, пепел. С чего начинать? Решили на первых порах устраивать танцы в чудом сохранившемся зале. Время было тяжелое, люди работали по 1,5-2 смены. И все же приходили потанцевать в клуб. Своими руками восстанавливали здания, устраивали субботники. И вот, наконец, снова заработали кружки. Поднялся занавес на сцене. Зрители заполнили зал. Первоначальный стиль дома до реконструкции был более эклектичным и напоминал замковую архитектуру. После войны возрожденный клуб был назван Дворцом культуры «Металлист» Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. 1950-е годы. Восстановление и обновление. Возвращение концертной и клубной жизни. 1960-е и 1980-е. Золотая эпоха всех советских дворцов культуры. Массовые концерты, фестивали, детские и молодежные секции. Через ДК «Металлист» проходят тысячи харьковчан. После послевоенных лет Дворец культуры окончательно восстановлен и модернизирован. Здание активно используется ежедневно, а не только по праздникам. ДК становится центром притяжения рабочих семей. Из Харьков, краткая справочная книга 1976 год, мы можем узнать. В последние годы Дворец культуры был реконструирован. Сейчас здесь большой зрительный зал, просторное фойе, комнаты для работы кружков и самодеятельных студий, зимний сад. В саду возле дворца устраиваются праздники Плехановской улицы, молодежные гуляния, праздники трудовых династий, которыми так славится завод транспортного машиностроения имени Малышева. В 1960-е и 1980-е ДК «Металлист» был не зданием, он был образом жизни. 1991-1993 годы. Резкий обрыв эпохи. Распад СССР приводит к полному обрушению прежней системы финансирования. Заводы и предприятия, которые раньше содержали ДК, либо закрываются, либо сами выживают. ДК «Металлист» фактически остается без хозяина и без стабильного бюджета.
Многие кружки и коллективы распадаются, уходят в частные помещения, прекращают существование навсегда. Здание еще работает, но уже по инерции советского времени. 1993-1996 годы. Борьба за существование. Огромное здание становится финансово неподъемным. Отопление – проблема, ремонт невозможен, зарплаты минимальные или задерживаются месяцами. Часть помещений сдаются в аренду, используются под рынки, офисы, секции на энтузиазме. Концертный зал используется нерегулярно. Гастрольные артисты, эстрадные вечера, редкие городские мероприятия. В этот период ДК «Металлист» чудом не закрывается полностью. 1996-1999 годы. Новая реальность. Формируется гибридный формат. Культура и аренда, самодеятельность и коммерция. Появляются частные танцевальные школы, цирковые и эстрадные студии, вокальные коллективы. Репетиции проходят в холодных залах при минимальном освещении, часто без сцены и костюмов. Здание постепенно теряет былой лоск, но сцена жива, а закулисье дышит историей. Старые работники ДК держатся на честном слове, работают из преданности месту, а для многих харьковчан ДК «Металлист» в 90-е – место первых выступлений, первая сцена, первая большая публика. Почему 1990-е – ключевой период? Без этих лет ДК мог быть утрачен, продан или разрушен. Не было бы культурного возрождения 2000-х. Исчезла бы живая преемственность поколений. 1990-е – это не упадок, а испытание на выживание. 90-е не убили ДК «Металлист». Они проверили его на прочность. В 2000-е ДК «Металлист» держался не на деньгах, а на людях, которые не позволили ему исчезнуть. ДК «Металлист» в 2000-е был даже на грани выживания. Обслуживающий персонал, работники ДК не получали зарплату до 8 месяцев. Работники и руководители коллективов выживали за счет самофинансирования. Работали фактически на энтузиазме. Для выживания помещения сдавали в аренду. Даже религиозным организациям. Вся надежда на перемены к лучшему возлагалась на Евро-2012. По генплану все здания в радиусе 7 километров от стадиона «Металлист» должны быть реконструированы. ДК «Металлист» находится в 200 метрах. Это дает реальный шанс на спасение. На последней сессии депутаты выделили больше 2,5 миллионов гривен на ремонт помещений и благоустройство сквера. Чтобы в этих пустых коридорах и кабинетах снова стало шумно, во дворце чиновники решили оборудовать муниципальный культурный центр. В 2021 году возле ДК был открыт обновленный сквер с фэнтези-зоной. Новые дорожки, освещение, фонтан, детские зоны и площадки для творчества. Сквер вокруг стал местом городского досуга и арт-пространством после реконструкции. В 2021 году отмечался столетний юбилей Дома культуры. По состоянию на середину 2020-х годов ДК функционирует как муниципальный культурный центр, где проходят мероприятия, репетиции, творческие программы и День открытых дверей. Памятная доска в честь рабочего дома на фасаде была демонтирована в феврале 2025 года. Деталь памятного маркера истории. Само здание остается объектом культурного наследия и активно используется для культурных и общественных мероприятий. На фасаде здания можно увидеть скульптуры столевара и кузнеца. С тыльной стороны здания тоже можно увидеть несколько интересных бронзовых скульптур.
Сегодня здание продолжает существовать как муниципальный культурный центр ДК «Металлист», где действуют театральная школа, танцевальные коллективы, цирковые студии и другие творческие объединения. Его архитектурная ценность и историческая значимость делают его заметным памятником культурного наследия Харькова.